Здравствуйте! Сегодня я покажу вам очередной способ, как можно из пустых кейкапов, в данном случае формата XDA, сделать свои с разными шрифтами, символами, цветами, картинками, с применением лазерного гравера. Я буду использовать углекислотный, но подойдет и светодиодный. Также нам понадобится гель-лак для ногтей, который полимеризуется с помощью ультрафиолетовой лампы. В данном случае лак будет очень удобен, так как его можно класть в несколько слоев, и после полимеризации он становится достаточно твердым и износостойким, а палитра цветов, возможно, даже больше, чем у веера RAL. Понятно, что из-за лазера способ не очень доступный и не очень простой, но если вы хотите, например, уникальную неколхозную клавиатуру, то вариантов на самом деле не очень много. Об этом еще в конце скажу пару слов. Ну что ж, давайте приступим. Гравировку будем делать вот на таком лазере VLS-230 мощностью 30 Вт. Станочек небольшой, но нам как раз подойдет. Сначала небольшая подготовка. Нанесем двусторонний скотч, чтобы ничего не унесло обдувом. Клавиши расположим на размеченном месте, чтобы гравировка не съехала. Фокус выставляется с помощью специального пенька. Плюс-минус 0,5 мм погоды не сделает, но чем точнее, тем четче. Сам процесс гравировки занимает меньше минуты. По поводу настроек гравировки я ничего сказать не могу, потому что в приложении этого лазера не показываются конкретные цифры, только проценты от максимальных показателей. Максимальная мощность 30 каких-то ватт, а скорость вообще неизвестна. Но вот на всякий случай скриншот настроек. Зеленым здесь указан контур, а синим заливка. Такими детальки выходят из лазера. Можете посмотреть, осталась пыль, в которую превратился пластик. Эту пыль надо очистить, иначе плохо прилипнет лак. Для очистки нам понадобится, очевидно, какой-нибудь очиститель, в моем случае спирт. Также нам понадобятся салфетки и старая зубная щетка. Очищать прям полностью не стоит пытаться, потому что после лазера вот этот нагар в глубине цифры — это уже даже не грязь, а вот прям подгоревший пластик. Он нам не помешает. А вот всякую пыль, масло, отпечатки лучше вычистить, чтобы лак потом лучше прилип к поверхности. Собственно, немножко зубной щеткой поработали, салфеткой протерли, получилось неплохо. Под наши цели подойдет вполне. Спирт нам понадобится чуть позже, а щетку уже можно убирать. Теперь, когда наш колпачок готов, нам нужно нанести краску. Использовать будем, как я и говорил выше, гель-лак для ногтей, отверждаем ультрафиолетом. Какой бренд на самом деле не важно, какой вам попался в магазине нужного цвета. Палитра достаточно у них широкая, в нашем случае светлый и темно-серый. Также нам понадобится тонкая иголка или какая-нибудь тонкая палочка, а также что-то, чем этот лак засвечивать. В моем случае маленький самодельный прожектор из ультрафиолетовых светодиодов. Также может быть удобна маленькая прозрачная коробочка, в которой будет происходить процесс засветки. Лака понадобится в прямом смысле пара капель, поэтому стандартной кисточкой мы пользоваться точно не будем. Однако с нее будет удобно набирать лак иголкой для того, чтобы наносить его прямо в гравировку. С кисти набираем маленькую капельку на самом кончике иглы, этого вполне хватит. Теперь аккуратно, даже не намазываем, а просто буквально касаемся иголкой в нужном месте, для того, чтобы капля сама перетекла туда, куда надо.
Здесь лучше не торопиться, потому что чем меньше краски мы за раз будем наносить, тем меньше вероятность того, что она растечется за пределы самой буквы. Так как этот гель-лак густой и полностью непрозрачный, наносить толстым слоем его нельзя, иначе мы не сможем засветить весь слой насквозь. Получится, что под коркой застывшего лака останется слой не застывшего, поэтому лучше всего сделать два слоя. Первым слоем полностью покрываем всю нижнюю поверхность стенки, то есть, грубо говоря, грунтуем, а второй слой уже выровняет поверхность. Если вы все же немного вылезли за пределы гравировки, то расстраиваться не стоит. Однако главным образом не стоит сразу же пытаться стереть лишнее. Гораздо лучше оставить все в таком виде, засветить вместе с основной частью, а уже потом аккуратно соскрести или убрать лишнее. Как это сделать, я покажу попозже. Ну вот, первый слой положили. В принципе, получилось достаточно неплохо, пока хватит. Этот лак мы пока убираем, он понадобится попозже. Так как у меня клавиши двухцветные, сразу нанесу первый слой другого цвета. Если боитесь смазать уже сделанное, то можно засветить сейчас, а потом класть другой цвет. Я сделаю все сразу. Глобальной разницы между цветами нет никакой. Время засветки такое же, густота лака такая же, так что этот момент мы пропустим. Теперь, когда оба цвета готовы, инструмент можно пока протереть и отложить, а клавишу поставить под засветку. Для этого мы убираем ее в коробочку с прозрачной крышкой, сверху кладем фонарик и оставляем минуты на 3-4. Что касается времени засветки, тут надо смотреть, что скажет производитель, но в целом кашу маслом не испортишь. В данном случае написано 3 минуты, но опять же тут все очень сильно зависит от того, какой у вас фонарик, насколько толстый слой вы положили и так далее. Чем больше, тем лучше, в разумных пределах. Здесь мы видим, что у нас в некоторых местах краска все же вышла за границу буквы, так что как раз с этим и разберемся. На самом деле из инструментов нам понадобится только нож. Канцелярский, острый, тонкий нож. У меня вот такой, Olfa 30 градусов лезвия. Идея вся в том, что все, что вышло за границу, мы просто очень аккуратно соскребаем ножом. Не царапаем прямо по клавише, а аккуратненько по самым-самым верхам соскребаем то, что застыло, но не там, где нужно. Опять же, большой плюс этих клавиш в том, что поверхность не глянцевая, а такая слегка шершавая. Поэтому даже если немножечко поверхность поцарапать, то ничего страшного не произойдет. Механическую очистку закончили. Теперь аккуратно вытрем спиртом то, что осталось. В частности, на поверхности мог остаться небольшой слой незатвердевшего лака. Спирта надо много, так как если спирта будет мало, он может размазать пигмент по царапинам, которые, возможно, вы оставили. И оттуда достать его будет уже очень сложно. Затвердевшему лаку спирт не страшен, так что смело трем. Теперь второй слой. Пока я им занимаюсь на заднем плане, давайте расскажу быстренько, как правильно наносить лак в гравировку. У нас может быть 3 варианта. Самый идеальный вот как здесь на картинке. У нас тут 2 слоя, они аккуратненько лежат там, где нужно, поверхностное натяжение растянуло краску в небольшую ложбинку. Положить лак прям идеально ровно вряд ли получится, но очевидно, что чем ближе, тем лучше. Короче, все хорошо. При нанесении у нас может получиться вот этот вариант. Он не очень хорош в плане того, что краска немного вылезла наружу сбоку. Но это тонкая капля, тонкий слой, который отделен от основного тела цифры краем гравировки. Этот наплыв после засветки ультрафиолетом можно аккуратненько соскрести ножом, как я и показывал. Когда получается вот такой вариант, как здесь, у нас уже не 2 отдельные капли, а одна большая. Когда вы попытаетесь снять то, что вышло за пределы, очень велика вероятность с этим лишним снять основную часть. И даже если получится отскрести только наплыв, край будет очень рваный и некрасивый. В этом случае следует все же постараться и переложить краску по новой. Для этого иголку втыкаем прямо в основную часть лака и выковыриваем его оттуда.
Потом опять же промываем все спиртом и пробуем снова. Чтобы избежать этого, лучше сделайте пару клавиш на запас, специально чтобы набить руку, потренироваться и свести косяки к минимуму. Опять же, пустые клавиши в основном продаются минимум по 10 штук, так что парочка у вас точно будет лишняя. Ну вот, собственно, я и закончил. Как видите, получилось достаточно неплохо. Ясное дело, что способ не для всех, но других вариантов нанести устойчивый слой краски я не придумал. Можно вместо лазера нанести гравировку фрезерным станком, но его достать еще сложнее, и это будет определенно дороже. При этом такой вид нанесения на порядок лучше той же шелкографии или наклеек. По своему прямому опыту могу сказать, что в большинстве городов можно заказать такую гравировку в компаниях, занимающихся рекламой, макетами, сувениркой и тому подобным. Если хорошо попросить, не откажут. Единственный момент. Конторы, которые занимаются крупногабаритной резкой фанерой или тем более металла, раскроем или тому подобным, точно такое делать не будут, у них станки вообще другого калибра и мощности. С другой стороны, у вас может стоять такой станок с трубкой или светодиодный, тогда вот вам еще один способ его монетизировать, если не знаете, что с ним делать. Если остались какие-то вопросы или комментарии, оставляйте их ниже, с удовольствием их прочитаю и отвечу, на что смогу. Спасибо за внимание, до свидания.